Всем привет! Сегодня у нас небольшой распаковочный видеообзор, где мы посмотрим на содержимое набора для самостоятельной сборки от бренда «Автомобиль в деталях», он же AVD Models. Здесь коробочка оформлена еще в старой стилистике, сейчас у продукции AVD упаковка более креативная. И готовая модель должна копировать прототип передвижной мастерской на шасси ZIL-157K. Эта модель поступила в продажу 8 февраля 2017 года, и на момент выхода новинки ее стоимость составляла 1450 рублей. Сейчас эти наборы редко встречаются в открытой продаже, цена, соответственно, на них подросла, и свой набор я приобрел в одном латвийском магазине, и с учетом пересылки он мне обошелся почти в 40 евро. И это вполне адекватная цена за такой набор в нынешних реалиях. И также готовая модель продавалась в коробочках Start Scale Models. Машину окрасили в темно-зеленый защитный цвет, но не стал покупать готовую модель по ряду причин. Во-первых, у SSM не очень хорошее качество покраски и сборки, и зачастую пластиковые окрашенные детали по тону отличаются от металлических, окрашенных в тот же цвет. И ZIL-157 мне очень нравится, и подобная надстройка практически не представлена в 43-м масштабе, за исключением мастеров-одиночек и различных мастерских. Есть вполне хорошие надстройки в 43-м масштабе от студии MAL. У них огромный ассортимент, но не всегда есть возможность приобрести такие установки, потому что они редко встречаются в модельных магазинах, и эти надстройки стоят значительно дороже, чем готовые модели от Start Scale Models. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на содержимое, и вы в комментариях можете написать, какие сборные модели есть в ваших коллекциях. Возможно, что-то вы уже собрали, возможно, просто их храните как частичку истории. И в этой модели довольно крупная упаковка. На лицевой стороне есть изображение того грузовика, который должен получиться после сборки. На боковых сторонах есть дублирующие картинки, указан прототип, мастерская МТО АТ на шасси ZIL-157K. Есть фотография декалей, которые входят в комплект. Еще одна дублирующая картинка. Написано: модель выполнена в соответствии с заводскими чертежами. Набор содержит детали, выполненные фототравлением, инструкция по сборке, набор декалей, масштаб 1 к 43. И на задней стороне есть анонсы на то время. Это автокран, сидельный тягач, автобус, кунг, самосвал и карьерный самосвал МАЗ-530. И из этих моделей у меня в коллекции есть МАЗ в двух вариантах. Один в виде сборной модели, второй готовый в коробочке SSM. И самосвал ZIL MMZ4502 от SSM в темно-зеленом цвете. И обзоры на эти модели вы тоже можете найти на моем канале. И с этим набором не поставляется красок и клеев, вы их должны приобретать отдельно. И я еще не рассматривал содержимое набора, просто убрал пленочку, в которую был запакован сам бокс. Первый пакетик с инструкцией по сборке. Давайте ее быстренько пролистаем. И инструкция у AVD вполне хорошая, все интуитивно понятно. Здесь есть также схематические рисунки всех литников, и вам по ним проще ориентироваться, и таким образом вы знаете, куда устанавливается какая деталь. Хотя, я думаю, для тех, кто знаком с автомобилями, не составит труда собрать эту модель без инструкции. Также есть вкладыш, на котором можно ознакомиться с настоящим прототипом. Есть фотографии различных машин, также технические характеристики, анонсы на тот момент. Еще раз повторюсь, у меня две масштабные копии в коллекции. Моделей Урал, а от Костромы у меня нету. Уже рассказывал, почему я их не приобретал. Мне не очень нравится геометрия кабины у этих моделей. И, на мой взгляд, старые иликоновские Уралы не намного хуже. Также есть вот такая памятка. Как раз декали. Здесь всего по 2 комплекта на тот случай, если вы испортите один вид декалей. Также есть схематические рисунки.
И давайте посмотрим на первый пакет с запчастями. И надстройка здесь сделана из пластика, вполне хорошее качество литья. Правда, вам нужно немножко подготовить детали перед покрасочными работами, убрать облой от литника и, возможно, их немножко зашкурить, чтобы лучше ложился грунт. Нижняя часть платформы, крановая установка, брызговики, поручни. Давайте посмотрим на второй пакет. И здесь детали интерьера, топливный бак, рулевое колесо, сиденье, передние крылья, панель приборов, борта на грузовую платформу, но они присутствуют, скорее всего, потому что это литник от шасси ЗИЛ-157, и он уже давно выходил в наборе AVD Models в виде обычного бортового грузовика. И, видимо, не стали видоизменять форму, а отлили цельный литник, и эти детальки могут пригодиться при доработке каких-нибудь других масштабных копий. Еще один пакет. Здесь у нас пластиковая рама, вместе с ней отлит передний бампер, задняя балансирная тележка, передний мост. И, конечно, детализация ходовой части лучше на 157-х зилах от Deep Models. И там рама металлическая. И меня всегда удивляло, почему у моделей от Автоистория SSM в наборах AVD Models у ЗИЛ-157 от Костромы рама из пластика. Тиражи огромные, и можно было этот элемент отлить в металле. Ну, что есть, то есть. Также еще один литник, на котором есть комплект топливных баков, выхлопная труба, кронштейны для топливных баков, также плашки под номерные знаки, горловина топливного бака и еще элементы, скорее всего, подвески. Еще один пакетик. Давайте его распакуем. Пока вроде бы все детали на месте. И на этом литнике у нас колесные диски, также защита на фары, еще один кронштейн под топливный бак, крючочки. Это небольшие элементы на бортовой кузов, насколько я помню. Зеркала заднего вида, стеклоочистители, рукоятка переключения коробки передач и другие мелкие узлы. Также комплект покрышек, их здесь 7 штук, 6 на колеса плюс одна запаска. Пакетик со стеклением и со светотехникой. Боковые стекла, лобовое, заднее стекло, фары ближнего света, задние фонари и поворотнички. Еще один пакетик. Это остекление для надстройки. Здесь комплект стеклышек на боковые стенки, на крышу и на переднюю и заднюю часть. И также есть набор задних фонарей. Так. Последний пакетик с запчастями — это оси, также троса, поверхность для зеркальца, сетка на заднее стекло, стеклоочистители в виде 3 элементов, один, видимо, запасной, и крепежные винтики. И последние детали — это кабина грузовика. Она здесь металлическая, вполне хорошее качество литья. И также это вполне удачная кабина, у нее вполне нормальная геометрия. Сквозные прорези на облицовке радиатора. Единственное, что мне не нравится, это крепежный элемент на задней стенке. Хотя он не сильно бросается в глаза, если
стоит кузов или кунг. Эти детали будут закрывать нижнюю часть. И сама надстройка. Она тоже пластиковая. И то, что мне понравилось на этой надстройке, отсутствие крепежных столбиков. У меня есть кунг на базе ZIL-131, и он сделан не так продуманно, как вот эта деталь. Тоже есть отверстие для закрепления навесных элементов. И если я соберусь на изготовление масштабной копии из этого набора, то подумаю, как крепить навесные детали, и можно сделать съемную стрелу или установить ее на передний бампер, как на обложке упаковки. И также вам могу показать готовую модель в коробочке Start Scale Models, классический бортовой ZIL-157K. И примерно так будет выглядеть собранная, окрашенная масштабная копия. Соответственно, вместо обычного кузова будет установлен кунг. И как раз вы можете увидеть, пластиковые крылья и кузов немножко отличаются по тону от металлической кабины. И это отчетливо видно под определенным ракурсом. И на эту модель я уже поставил регистрационные номерные знаки от студии Microdizine. И, кстати, мне удалось приобрести набор декалей с номерами-дублерами на кузов. Но, пользуясь случаем, хотел у вас спросить, подходят ли вот эти трафареты по дизайну на ZIL-157? Конечно, здесь сложно рассмотреть из-за того, что подложка белая, все бликует. И получается, здесь один тип более крупный, второй более мелкий. И в продаже других вариантов я не нашел, поэтому постараюсь наклеить вот эти дублеры. А как они соответствуют по временному отрезку к данному грузовику, я не знаю. Вот такой вполне симпатичный набор, который вы самостоятельно можете собрать, имея определенные навыки. Пишите в комментарии, какие сборные модели есть в ваших коллекциях. Как у вас дела с их сборкой, получилось ли хорошо наборы окрасить и собрать. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.